Ребята, сегодня тренировка по боксу для новичков, основы бокса, как обещал. Вот ждал гостя сегодня, да, но на следующих эфирах, на следующих тренировках будут там ребята вот в зале занимаются, да, хотел сегодня, чтобы там тоже, да, поучаствовали, но по времени чуть-чуть не получается. Вот. Сегодня обещал, да, записать тренировку для новичков. У нас сегодня такая погода. Вот. Скорее всего, что будет дождь. Ну, как говорится, матч состоится в любую погоду, поэтому я буду тренироваться. Начнется дождь, значит, начнется дождь. Я пойду домой, да, запишу вам видео, кто смотрит, да, кто ждал, может быть. Дозапишу или из дому, или же в следующий раз. Целый день было солнце, и вот в 6 часов вечера, ой, в 5, к 5 часам тучи появились. Ну, это нам не мешает, как говорится. Вот. Так что всех желающих, кто хочет начать тренироваться, да, получить основы бокса, бодибилдинг, атлетика, легкая, советы по питанию. Пожалуйста, приходите, ребята. Да, всех приглашаю на тренировки онлайн. Кто не успевает, видео в профиле есть уже очень много, да, собрана информация для и общей тренировки, да, для людей, которые, возможно, не знают, да, с чего начать, хотят заниматься, не знают, да, как, с чего, вот. Э, Такая информация есть в моем профиле. Ну, сегодня я хотел рассказать о боксе, да, как, почему я именно выбрал. Да, мне 40 лет, вот, и я для себя уже э, поставил бокс, да, как вид спорта, который будет со мной, наверное, до конца жизни. Почему именно бокс? Не знаю, наверное, потому что это э, спорт, да, джентльменов. Я себе задавал такой вопрос, почему именно бокс я выбрал, да. Но я думаю, что это спорт, которым можно тренироваться в одиночку, да, самому развиваться самому, да, это не командный спорт, хотя, да, когда уже там боксеры достигают определенных уровня, да, конечно же, команды присутствуют, и тренера, и помощники, и медики, это все понятно. Но я в общем говорю, почему именно, допустим, я выбрал для себя бокс, да, почему я оставил этот вид спорта. Он многогранный, да, и в нем пересекается. Я занимался разными видами спорта с раннего детства, да, но выбрал бокс именно, оставил уже, потому что со всех видов спорта я пришел все равно в бокс. В нем есть все, что вы хотите. Это и кроссы, да, и упражнения на выносливость, упражнения на ловкость, силовые упражнения, общие, комплексные упражнения, общеукрепляющие. То есть сейчас я уже тренируюсь и собрал, да, определенную программу, комплекс определенных программ, заточенный под бокс, да, ну, и они же являются как общеукрепляющие. Сегодня хочу провести всем добрый вечер, ребятки, ставьте лайки, подписывайтесь, да, кто хочет тренироваться онлайн, возможно, или же узнать что-то из азов бокса, основ, да, пишите сообщения в чате, вот я с удовольствием отвечу. Вот у меня больше 20 лет стажа в спорте, основной это бокс, смешанные единоборства, вольная борьба. Сегодня будет тренировка онлайн, я обещал, да, для людей, которые хотят узнать основы бокса. Вот, немножко краткое было вступление. Вот сейчас расскажу, да, почему, какие основные это с моей практики, да, из общей спортсменов, да, кто боксом занимается, какие основные ошибки нужно избегать, да, новичку, кто хочет, как правильно, вот я расскажу сегодня вкратце, да, ну, кто будет, кому будет интересно, кто захочет обучиться, да, основам бокса, то можете находить мои видео там, в принципе, и в профиле, я буду давать информацию, да, периодически, я уже ее даю. Вот. Что я посоветую новичкам, да, людям, кто хочет самостоятельно обучиться, это первое, это слушать внимательно тренера, да, ну если это буду я, то слушать меня. И повторять внимательно, да, все, что делает тренер, слушать внимательно, потому что
правильность выполнения упражнений — это очень важно. Если вы заучите неправильно упражнения определенные, да, в боксе, это и любого вида спорта касается, то это может, помимо того, что вы будете неправильно делать и неправильно тренироваться, это еще может негативно повлиять на здоровье, да, поэтому я сторонник того, да, чтобы делать все правильно, учить изначально правильно, поэтому новичкам, кто хочет основы бокса, да, обучиться, я рекомендую, ребята, первое, что вы должны выучить, это перенос веса в боксе. Сегодня будет тренировка, я буду об этом рассказывать очень подробно, буду показывать, как это правильно делать, кто хочет, можете оставаться, да, в эфире. Вот, если нет времени или неудобно, я сделаю нарезку, ну, оставлю, то есть, эфир этот в записи. Значит, сегодня будет перенос веса, это то, что я рекомендую начать начинающим, да, ребята, кто хочет основы бокса получить, это перенос веса. Его надо выучить в идеале, то есть понять смысл самого переноса веса, это первое. Второе, не спешить, потому что сейчас очень много видео, да, я очень много видео пересмотрел, конечно, это связано с спортом, да, в Ютубе, с конкретно боксом, потому что это мой любимый вид спорта, я о нем, да, веду этот блог, ну и другие виды спорта есть, да, но конкретно о боксе сейчас речь идет, и о тренировках бокса. То спешить не нужно, да, учиться бить, быстрее бежать, бить грушу. У меня в профиле есть. Спасибо за лайки, ребята, большое, огромное спасибо. Как меня слышно, кстати, нормально все? О, спасибо большое. Ребята, у меня в профиле есть, не спешите бить грушу, да, я понимаю, что все, да, особенно молодежь там хочет быстрее пойти, вот, и начать работать на груше, да, я этого приветствую, это хорошее желание, да, но перед тем, как бить грушу, пожалуйста, обматывайте руки, да, есть боксерские бинты, которые специально предназначены для того, чтобы предотвратить травмы, не дай бог, трещины, переломы, разные ситуации я видел за свою, да, за время свое занятием боксом, да, единоборствами, как люди ломали пальцы, руки об груши. Поэтому первое — это научиться правильно переносить вес, когда вы начнете чувствовать это, да, это основа бокса. Вес — это основа бокса. Вот тут стержень идет, да, у вас посередине, вы должны представлять. Перенос веса с ложки на ногу. Это основа бокса. Когда вы это освоите эту теорию, то уже удар, передвижение, уже о, Майкл, взаимно. Спасибо, дружище. Но это прям резко было. Вот. Когда вы освоите перенос веса, да, все придет остальное. Я вам со своей практики, это общая практика. Перенос веса, освоить в боксе, и все остальное придет вам уже после этого, когда вы научитесь переносить вес, смещать, переносить корпус правильно, почувствуете свое тело, свой организм. Это, кстати, еще из одних плюсов в боксе, да, что ты начинаешь дружить со своим организмом, бокс тебя учит, да, помимо всех остальных плюсов, вот, это держать организм в тонусе, это же выносливость, да, реакция. Помимо этого, бокс вас научит еще чувствовать свой организм. Да. Когда вы научитесь чувствовать, вот это база. Да, я сегодня буду об этом рассказывать. Сегодня будет тренировка онлайн, в которой я буду рассказывать о переносе веса. Это для новичков, да, для людей, кто хочет начать. Тоже, кто тренируется, ребята, присоединяйтесь. Я буду очень рад, и э, ваше мнение очень будет интересно, да, послушать и поучаствовать. Бонжур. Поэтому, да, да, я, кстати, эфир веду из Бельгии, да, кто, может, не знает, вот. Здесь я занимаюсь, да, на стадионе. Здесь дети приходят ко мне, тренируются тоже. И баскетбол, и футбол, и... То есть тренировки онлайн, да, кто хочет, можете приходить каждый день в 17:15, кроме воскресенья я стараюсь выходить в эфир. Вот. Так, я перечислил, да, первое — это перенос веса, вот, для новичков. Выучить. Это мои рекомендации, ребята. Выучить. И второе — это не спешить бить грушу, бежать, покупать перчатки, грушу. Вот, научитесь переносить вес.
Если же вы хотите уже бить грушу, да, то пойдите в зал ближайший, либо же попросите друзей, кого-то, знакомых, да, и пусть вас научат мотать руки правильно. У меня есть видео профиля, да, обматывать кисти. Вы должны обматывать так, чтобы у вас руки были защищены, да, стягивать чуть-чуть бинтами руки, чтобы не было ни травм. Не, я не играю в игры, Майкл, спасибо, конечно, большое. Вот. Я, у меня игры другие, да. Вот. Настоящие, да, в реале. Вот. Поэтому такие дела. Извини, честно, не играю. Нету просто времени. Я бы скачал, может быть. Ну, так, мне не интересно. Вот. Так что, ребята, э, второе это защита. Да, защита вас при занятии спортом, если вы будете работать на груше, обязательно фиксируйте ваши руки боксерскими бинтами. Вот. И третье, если вам что-то непонятно, всегда можно написать, да, поинтересоваться. Очень много э, видео у меня есть, да, о том, как начать, с чего начать, как подготовиться, какие упражнения делать, да, если что-то не ясно, вот, если есть какие-то вопросы, всегда не стесняйтесь, сами никогда не делайте, то есть увидели, все, я запомнил, побежал делать. Почему? Объясняю, потому что если вы неправильно заучите упражнения, да, пусть это даже самое элементарное будет, там, я не знаю, приседания какие-то, ну, кстати, приседания не самое простое упражнение, да, ну, неважно, любое упражнение, которое вам покажется на первый взгляд простым, и у вас возникнут какие-то сомнения, да, может, вы неправильно делаете или дышите неправильно. Всегда лучше напишите, поинтересуйтесь, да, вот. Мне напишите, либо же еще, может, на кого-то подписаны, там, да, кто спортом занимается. Потому что очень проблематично, особенно в боксе, я могу сказать, за бокс, если вы неправильно заучиваете, да, какое-то движение, то есть там перемещение корпуса, либо же перенос веса, либо же уже к ударам, когда там перейдем, да, буду про удары рассказывать, а потом вам придется переучиваться, потому что это как механизм, да, оно начинается с ног, да, работа, пошел вес, потом пошла рука, да. Он, если где-то неправильно заучен, да, неправильно, то не будет, или будете терять равновесие, или же не будет нормального хлесткого удара. Ну, до удара еще далеко, да, потому что мы будем начинать только с переноса веса, да. Вот. Ну, смысл в том, что всегда задавайте вопросы, пишите, можете в эфире, можете так писать, кто, кто начнет тренироваться, да, приходить на онлайн-тренировки, кто, может, будет по видео тренироваться. Пожалуйста, я постоянно почти онлайн, всегда можете написать, спросить, вот, дядя, ты там выложил, да, это, а мы, короче, не понимаем. Не я для этого создал, да, этот канал, чтобы вот, поделиться своими знаниями, да, с людьми, рассказать, как правильно, как начать тренироваться, с чего начать тренироваться, да. Ну, вот такая информация. Такая информация общая, да. И сейчас для тех, кто хочет начать, да, заниматься, я буду показывать разминку. Бегать в боксе существуют разные, да, разминки. И я в моих комплексах, да, тренировочных разные разминки есть. Ну, сегодня я покажу стандартную разминку, вот, и покажу бег по кругу для работы ног, футверк это называют, да, по-английски работа ног. Ну, я так говорю, потому что это очень важно для боксера, да, передвижение на ногах, перенос веса, двигаться на ногах. Когда вы научитесь двигаться, да, уже свободно, да, тогда уже ну, как бы это уже основа. Перенос веса, ноги, работа на ногах, это 70% успеха, то есть и успеха, и прогресса. Нету, не чувствуете вес, не умеете двигаться немножко, все. Вы где-то или остановитесь, или нога к ноге вот так вот. Ну, то есть надо научиться передвигаться и переносить вес. Сегодня у нас будет эфир, посвященный переносу веса. Я постараюсь максимально донести, максимально донести смысл этого упражнения до вас. У меня оно разбито, да, на пункты, мы будем его делать частично. То есть у меня такой комплекс, он сделанный специально, я его
разработал, да, для новичков, где упражнения будут совмещены с двух частей. То есть мы сначала делаем одно, потом делаем второе, для того, чтобы мозг, да, срабатывал и правильно запоминал сами все передвижения. Вот это мои личные разработки, да, ну, как бы ваше дело, да, взять это вооружение или нет, это уже такое. Но как бы я даю все равно классическую школу бокса, классика, да, то, что я с 13 лет первый раз пошел на бокс, до этого было там и карате, и другие виды спорта, но первый раз я пошел в 13 лет, и множество тренеров было. Не то, что я менял их, а, ну, так складывались обстоятельства, да, и в Европе уже побывал и у молодых, и у взрослых, кого уже нет, Царство Небесное. Вот. Поэтому информации очень много, да, но буду людям давать классику. Классические упражнения, заточенные на то, чтобы человек обучился основам передвижения, основам бокса, то есть да, переноса веса, движением, смещением корпуса. Вот это моя цель, а там уже человек для себя дальше решит. То есть, в общем, эти все упражнения, они интересные, они, да, разнообразные, и для себя, кто, да, бокс это ж не значит вам там завтра идти в спорт, ну, я имею в виду на ринг, да, соревноваться с кем-то. Это, в общем, общеукрепляющие упражнения, да, которые помогают держать в форме себя. Да, мне 40 лет, я периодически бывает у меня отдых, да, но я занимаюсь весь вот сколько лет живу, да, столько я и тренируюсь. Ну, бывали разные, да, годы, когда там и не тренировался, но в основном всегда я, то есть всегда в спорте, всегда это тренировки, практически всегда я тренируюсь практически сам, когда мне нужны спарринги, да, когда нужно развитие больше, я еду в спортзал, да, ну, я думаю, те, кто тренируется, не понимают, да, что без спаррингов ты, ну, либо же там с друзьями спаррингуешь, да, кто тренируется тут. Вот. Поэтому у меня очень большая база и очень много комплексных упражнений для новичков я уже сделал, да, кто хочет обучиться основам бокса. Лично уже у меня есть программа, да, я начал ее уже записывать и буду записывать видео, и будет отдельный плейлист вот, для ребят, кто хочет основам бокса самостоятельно дома научиться. Проблем нету никаких. Вот. Вы можете с помощью, да, или же онлайн, либо же видео, которые у меня будут с профиля, обучиться основам бокса. Я постараюсь максимально вот, донести об этом. Так что сейчас начнем разминку. Сейчас начнем разминку. Она где-то 10 минут. Бегать я не буду. Есть, да, я не закончил. Потерял. В боксе много упражнений разминочных, да, которые перед самой тренировкой проходят. Это бег по кругу, да, то есть обычно около 10 минут бегут по кругу, да, делая разные приседы, развороты корпуса, э, махи руками, выброс рук. Ну, то есть различные упражнения в процессе бега. Я не буду здесь этого показывать, потому что ну, неудобно при вертикальном эфире, во-первых. Во-вторых, э, ну, сейчас я думаю, кто там хочет азам научиться, это не, ну, не сильно сейчас надо, если я там буду бегать по кругу. Да. Я покажу упражнение, которое специфическое, но для ног, для движения в боксе. Это бег по кругу, да, с попеременными разворотами. Да. Это упражнение, оно очень полезно для тех ребят, да, кто хочет в двух стойках боксерских, да, в левосторонний, в правосторонний. Вот это упражнение, оно очень полезно. То есть сегодня будет разминка, сейчас 10 минут, основы бокса для ребят, кто хочет начать. Вот. И чуть-чуть упражнения с эспандером я покажу, да, для того, чтобы освоить перенос веса и разворот корпуса. Для того, чтобы освоить, я покажу упражнения с эспандером. То есть все будет взаимосвязано. Эспандер для того, чтобы вы почувствовали, как работает ваше тело, да, ваш организм. Да, при смещениях, при переносе веса. Эспандер как пружинка дополнительная, она вам, да, чуть-чуть будет помогать вот эти прорабатывать развороты, повороты туловища. Ну, это, да, я так тоже тренируюсь, да, разработал это личные, да, такие уже за период занятия, да, спортом, личные такие разработки, да, комплексные. Вот.
Ну, они уже проверены и мной, и другими людьми, да. Вот, поэтому сегодня давайте начнем уже с разминки, да, начинаем мы с головы и будем идти до ножек. Вот. Эта разминка общая, она может подходит не только людям, которые там хотят боксом заниматься, она подходит всем, любой возраст, да, разницы нет, можно ее делать. То есть начинаем с головы, да, делаем по 5, 4 направления, да, по 5 таких движений для разминки шеи. Следующее упражнение это на трапецию, да, вы пожимаете, как будто вы пожимаете плечами. Вот у вас спросили, знаешь ты? Не знаю, как пожал плечами. Да, 15 раз. Стремимся все упражнения делать 15 раз. Я двигаюсь во время разминки, и это у меня уже привычка постоянно работать на ногах. Да, но вы можете стоя это делать, это уже у меня просто выработано с годами. Я двигаюсь, переношу вес, я уже начинаю работать сразу на ногах. Следующее, следующее упражнение, это то же самое, тоже мы разминаем верх спины, трапецию, делаем вот так вот провороты плечиками назад 15 раз и вперед 15 раз. Вот, провороты плечиками. Теперь переходим на ручки, да, делаем вот так вот 15 раз в эту сторону и 15 раз в эту сторону. Берем замочек, да, и прокручиваем вот так вот просто сюда 15 раз и сюда 15 раз, сюда 15 раз. Потом пальчик один берем, тянем, растягиваем. Это мы растягиваем связочки, растягиваем суставы, разрабатываем, тянем вот так вот пальчик, вот так ручкой. Вот. Большой пальчик берем большим и вот так вот тянем тоже 15 раз. Потихоньку, сильно давить не надо. Раз, теперь это то же самое. Взяли, потянули, это полезно для связочек, для суставов потянули. Так и правильно. Теперь ножнички, только руками, если ногами упражнения ножнички, да, но мы делаем руками. Вот 50 раз. Я делаю, да, начинаю все. Начинает, можно делать с 30 раз. Начинаю. Вот это тоже общее комплексное упражнение, да, оно общеукрепляющее. Вот. Выглядит оно как ножнички обычные. Руками внизу делаем, потом вверх, 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 вверх. И вниз, 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 вверх, вверх, вверх. Вот обычно, обычные ножнички. Да? Вот, следующее упражнение хлопочек, ребят. Вот, следующее спереди, сзади. Вот. Делаем хлопочек, тянемся. Это упражнение полезное для широчайшей, да, для широчайших мышц спины, да, для общих. Вот, делаем вот таким вот образом. Вот, можно, да, перенос веса делать, но это уже для профи. Тоже 50 раз. Вот, вот. Новички начинают с 30, да, все разминочные упражнения начинайте с 30 раз. Я делаю 50. Вот. Тоже вверху, в серединке, вот и внизу, и сзади оно тоже хлопушки называется, да? Хорошее упражнение, растягивает широчайшие спины, да, тоже плечевые. Следующее упражнение, вот так вот берем ручку, да, ножку в одну сторону, ручку в другую. Да, это когда мы переходим потихоньку на поясничный отдел. Вот, тоже кто сколько может, там 15.
С 5 раз начинается, да. Тоже, за да, такое тянем, тянем. Растягиваем широчайшую, да, растягиваем. Вот, тоже потихоньку вот так вот тянем. Вот, ага. Это у нас разминка. Вот, теперь делаем, мы переходим на поясничный отдел, да, на поясницу. Вот ручки. Для тех, кто хочет научиться, да, бокса, ребята, привыкайте ручки держать возле челюсти. Вот. Когда сейчас будем делать провороты корпуса, да, держите возле челюсти. Тоже 15, стремимся к 15 повторениям. Да, ну можете начать с 5, стремимся к 15. Чуть не надо, да, надо сделать так, чтобы вы проработали. Так, хорошо поясните. Обратно. Все упражнения делаем потихоньку, да, медленно. Чтобы вы проработали, да, поясничку. Вот чтобы у вас размято было весь организм, да, все тело. Переходим теперь на, переходим теперь на коленочки, да, коленные чаши. Так вот прокручиваем 15 раз. Вот, а сейчас будет упражнение, которое нужно, это уже ножки мы делаем, да, оно очень важное. Вы ставите ногу одну сзади, одна спереди, так что спереди на ней вес, так что сзади вы вот так вот делаете 15 раз в одну сторону. То есть у вас здесь веса не должно быть, вес на передней ноге, на которой вы стоите. Эту ставите на носочек, прокручиваете 15 раз, 15 раз в обратную сторону. Вот это вот нужно для боксера, особенно, потому что много двигаемся на ногах, и надо суставы особенно. Вот, да, хорошо разминать перед тренировкой, потому что чтобы не было травм, растяжений. Вот, и то же самое левая ножка, да, на правый вес, левую ножку, да, прокручиваем 15 раз, вот как я делаю, 15 раз в одну сторону, 15 раз в другую сторону. Вот еще раз скажу, это очень, да, полезное упражнение, да, для тех, кто занимается, будет боксом. Ножки очень важны. То же самое, вес здесь, ногу вот так вот, да, на наискосок берем, и на ней вот так делаем медленно, аккуратненько, тоже стараемся до 15 раз в обратную сторону. Разминаем, да, суставчик. Потом вот так вот. И вот так вот заканчиваем. Ручки не забывайте, кто на боксе, всегда старайтесь себе напоминание, ручки здесь. Переходим теперь на следующую ножку. То же самое. Вот вес здесь, эту ногу разминаем. Тоже тянется. То есть вот этот носочек, да, крайняя нога, то, что сзади. Носочек, как потянуть носочек здесь вниз, вот. Продолжаем разминку. Это разминка, ребята, общая, кто не, ну, только что присоединился. Тренировка будет основы бокса для новичков, но вот эта разминка, которую я показываю, ее может делать любой человек, да, для общего поддержания, да, физического, хорошего в тонусе, да, и ну, для общего развития, общей физической поддержания формы. Следующее упражнение мы вот, становимся ножки чуть шире, делаем приседания на эту ножку, потом на эту приседание 75 градусов, полностью не садимся, вот 75. Забывайте дышать. Старайтесь дышать равномерно, есть упражнения, где надо именно в упражнение дышать, да, вот здесь, допустим, если ты присел, можно доделать вдох, вверх выдох.
Я просто на автомате уже это делаю, поэтому я вам говорю, те, кто начинает, да, упражнение очень важно правильно дышать. Я уже тут чуть-чуть, да, чуть-чуть добавляю с бокса. Вот. Ну, можно есть такое упражнение, да, ты делаешь плотный рочек и отсюда выходишь. Вот. Это вот, целенаправленно, да, в разминке у нас. Есть такое упражнение, что ты уже... Спасибо за лайки, ребят. Чуть-чуть, да, уже вникали в сам смысл. Да. Ножки у нас продолжаются. Теперь у нас поясница. Теперь тянем, ребята, поясницу. Упражнение такое. Делаем вдох средний, не самый глубокий средний. Позже делать специализированное упражнение на дыхание. Я скажу, когда. Сейчас делаем вдох средний. И тянемся вниз. Раскрываем грудной отдел. Это представим. Делаем вдох и вниз. Выдох. Тоже стремимся к 15 раз. Ну, для начала новички делают по 5 раз. Тоже такое общее упражнение, да, оно полезно для поясничного отдела и в общем тоже, да, и для дыхания ты наклоняешься, выдавливаешь воздух, это полезно для кровеносной системы, для дыхания в общем. Вот. Это у нас идет еще разминка, ребята, кто недавно подключился, вот эта разминка, она может быть полезна для любого человека в любом возрасте. Так что оставайтесь, смотрите, да, берите себе на вооружение. Я сейчас посмотрю, что я сегодня планировал. Показатели. Давайте закончим. Да, закончим сейчас разминку. Следующее упражнение мы делаем так. Ручки вот так делаем. И наклоняемся вниз. То есть у нас 3 положения рук. Первое внизу. Вот. Раскрыли чуть-чуть. Раз, два. На третьем делаем максимальный вдох. И вниз тоже 3 касания с 3 максимальными выдохами. На третий раз выдавливаем в себя воздух. Это уже дыхательное упражнение. Да, оно может быть с непривычки не легким, да, но сделайте минимально вдох, да. Здесь растягивайте глубокий вдох и вниз. И внизу, когда вы касаетесь, старайтесь тянуться в 3 разных подхода. Между ног, дальше. Упражнение очень полезно. Дыхательное растяжка упражнений. Все, все мышцы, да, всего организма и легких. Когда ты сгибаешься, ты выдавливаешь живота воздух. Полностью это очень положительно для легких. То есть чуть-чуть вдох ртом. Третий максимально. И вниз. Третий выдох. Кто впервые делает, кто потихоньку тренирует, учитесь медленно делать, не надо там прям, ну, это вообще можно упражнение делать э, легко дышать, но лучше дышать так, как я показываю, это полезно для легких, я еще раз просто скажу, это для развития легких. Вот. То есть 3 раза здесь, и 3 раза.
чтобы, да, растянуться, растянуть мышцы, да, в разных направлениях, разные мышцы по. Вот это тоже упражнение делаем хотя бы 5 раз, ну, стремимся к 15 тоже. Все подходы стремимся сделать 15 повторений, да, для максимального эффекта. Вот 15 повторений. Да, и сейчас делаем обычную, да, растяжку, то есть головой тянуться надо. Ага, да, ну кто, у кого растяжка слабая, потихоньку делайте, это тоже полезное упражнение, но его надо делать потихоньку. Вот, тянемся головой сюда, пускай. Ну, как может, да, чуть-чуть. Смысл не в том, что там, смысл в том, что вы кровь разгоните равномерно, да, по всему организму, да, заработает. После вот этого всего комплекса, да, он уже проверенный, будет отличное самочувствие, это я вам 100% даю. Вот это все проделали. И завершающее упражнение, да, в разминке, это э, провороты дельтовидных, да, мышц плечевого пояса. Вот. Вперед, да, 5 раз. Ну, начинайте с 5 раз до 15. Назад 5 раз. Ну, я делаю 15 и с прыжками, потому что уже, да, я так их делаю, но для новичков это вот стоя сюда 15 раз, да, прокрутили ручку, да, и назад. Раз, 3, 4, 6. Добавляю прыжочки, ну, соответственно, вы начнете добавлять, когда нам 15. Это одно. Второе. Вот упражнение от себя. Выкидываем ручки от себя и к себе. Вот к себе и от себя. Тоже идем 15 раз. 15 повторений. Упражнение от 5 до 15 повторений. Вот. И я это делаю без перерыва, просто что сейчас вам рассказываю. И, и третье в этом комплексе, да, это вот горизонтально ручки ставите, да, 15 раз сюда и 15 раз в обратную сторону. Еще раз повторю новичкам, да, это не обязательно прыгать, это я прыгаю для себя. Привычка. Вот, и 15 раз. Все, это наша разминка, она закончена. Вот еще раз, ребята, кто пришел, не успел, будет видео в профиле. Эту разминку рекомендую всем, любой возрастной категории, да, она очень положительно влияет на общее состояние, да, физическое. Это проверено уже мной лично. Будете себя намного лучше чувствовать, да. Вот. И у кого времени нет на полноценную, да, там тренировку, час-полтора тратить, вот эту разминку можете взять себе, да, на вооружение. Это я уже это я даже не знаю, сколько лет, уже там 10, наверное, больше. Это одни и те же упражнения, уже они проработаны, да, продуманы, как их лучше делать, в какой последовательности, да, для максимального эффекта. Вот. Теперь делаем, все знают это упражнение, я думаю, оно чуть-чуть мной доработано, да, это прыжки хлопком рук вверху. Но мы подседаем 75 градусов, делаем вдох, вот, делаем хлопок и ноги ставим вместе. Когда идем вниз, снова расставляем и ставим на 75 градусов. И тут делаем вдох внизу, вот, подседаем, делаем пружинку. Это для тех, почему я объясняю, она доработана. Это для боксеров, да, для тех ребят, кто хочет научиться основам бокса. Я показываю, как это как просто альтернатива скакалке, там, альтернатива бегу по кругу, да. Альтернатива вот эти прыжки для ребят, хочет научиться основам бокса, и для тех, кто просто хочет тренироваться, вот, тоже это упражнение идеально подходит. Внизу мы делаем вдох, ножки как пружинки, вот 75 градусов. И прыгаем, делаем выдох, ноги ставим вместе. Снова ножки у вас как пружинки, внизу вдох, вверху выдох. Еще очень важно, пальчики, большие, вот, для боксеров, они чуть-чуть провернуты вперед. Вот ножки вот чуть-чуть вперед. И здесь пружинка. Вот видно? Вот ножки чуть-чуть, коленочки должны чуть-чуть быть подсажены вперед. Тоже начинаем минимум с 15 раз.
Вот, вы тут видите, вот пружинка. Вот, в этом смысле, почему я говорю, что у меня все упражнения, да, они заточены. Вот бокс, кто занимается боксом, да, перенос веса, смещение. Но и для обычного человека, кто просто хочет тренироваться, пожалуйста, эти упражнения не, не значится, если они там заточены под бокс, их может делать только боксер. Это общеукрепляющее упражнение. Вот. И сейчас, ребята, буду показывать фидворк, да, работу на ногах. Не знаю, как будет вам видно ее. Если, э, ну, непонятно будет сейчас, найдите у меня в профиле, там есть видео, мое секретное упражнение. Ну, это так, там прямо не столько секретное, ну, найдите, у меня оно есть, да, работа на ногах, потому что оно очень важно для боксера, кто хочет научиться, кто просто хочет научиться, да, свой организм нормально чувствовать, вот, на ногах двигаться, да. Вот это упражнение, оно очень полезное, вот, и вы можете его найти у меня в профиле. Да, я сейчас покажу его обязательно. Ну, но если будет непонятно по видео, то вы можете. То есть у нас процесс при тренировке проходит так: разминка, вот, после разминки сейчас я буду показывать уже упражнения целенаправленные, да, на изучение, на обучение, вот, снова бокс. Вот. Упражнение это делается следующим образом. Вы берете ручку, вот вы стоите в центральной позе. Вот, вы ручки возле лица, делать 2 прыжка, да, потом 2 прыжка сюда, прыжочка сюда. Нужно делать. Я понимаю, что упражнение, ну, это тяжелое, да, начинайте его делать таким образом. Бакс, развернулись, раз, 2, развернулись, раз, развернулись, развернулись, раз. 2. У вас ножки не должны вместе сходиться. То есть я его сделал как общее показал, да, но у нас будет отдельная тренировка, где я покажу работу на ногах. Я его как бы в общем сейчас вам показал, что есть такое упражнение. Вот, чем быстрее вы начнете его использовать, тем быстрее вы начнете передвигаться на ногах. Смысл в этом. Ну, как оно делается? Вот, как оно делается максимально быстро. То есть вы должны развернуться, поменять ножку ведущую, да? Вы поменяете так, или так, или так. Разницы нет. Вот. Это упражнение, оно целенаправленно. Вот. Работу мозга, изменение направления и в обратную сторону. Координацию, да? На то, чтобы почувствовать, как правильно передвигаться в боксе. Вот. Такое упражнение есть еще, да? Сейчас будем уже. Это разминка все, ребята. Это все считается разминка. Вот сейчас я буду уже рассказывать э, том, о переносе веса сейчас будет дальше видео. И пересмещении корпуса. Да, это основы бокса. Вот сейчас я буду это показывать. Разминка у нас закончена. Теперь приступим к 2 базовым упражнениям. Вот первое это
перенос веса, пружинка мы должны почувствовать наш вес, как он переносится, как правильно его переносить. Мы должны стать. Ножки у вас становятся на чуть шире плеч, если у вас рост 1,90 м, то ориентировочно 95. Если 1,80 м, то ориентировочно 80. Ну, понятно, что не надо там мерить, бегать с метра, ну, хотя если уже, то есть ваше вот это расстояние, оно должно быть чуть шире плеч, чтобы вам было удобно, комфортно перекинуть с одной ноги на другую вверх. Дальше. Колено. Коленочки у нас должны находиться в таком положении, что вот вы можете друг другу привести коленку к коленке. Вот так это не должны быть направлены. Вот так вот ноги. Вот так вот. Вот так. А ноги, вот, пальчики большие, чуть-чуть смещены друг к другу в середину. И коленочки смотрят в серединку, да? Вот это фронтальная стойка в боксе. По-другому она не существует, по-другому она не работает. Это только один вариант. Вот у вас центр тяжести идет посередине, вот посередине тела. И вы должны, у вас должна эта сторона, это равномерно, четко дублировать, повторять действия этой стороны. Да, ну как это объяснить? Это надо почувствовать, это, наверное, не знаю, как тренера. И некоторые, когда я там начинал, да, там 13 лет первый, просто вот так стал, да, и работа. Ну, никто эту теорию не дает, это должен стоит сам почувствовать свой вес. То есть вы становитесь, коленочки чуть-чуть смотрят друг на друга, пальчики большие чуть-чуть смотрят друг на друга, вот, и спинка чуть-чуть вперед, чуть-чуть поясничка, вот, видите, вот так. И просто вот так вот поприседать, вот, попробуйте. Ручки возле подбородка, ручки должны быть вот здесь. Сразу учитесь, локоточек прижат, ручка здесь. Вот сразу, чтобы потом руки не опускались, если кто пойдет дальше, да, чтобы вот, привычка сразу с самого начала, ручки возле подбородочка, да, локоточки прижаты. Становимся ножки чуть шире плеч, пальчики большие, коленочки чуть-чуть смотрят внутрь друг на друга. И спинка чуть-чуть вот так вот. И вы должны вот от этого движения получать, и такого, оно должно настолько быть комфортным, что вы его даже напряжение от него не должны чувствовать. Вот, а вот пружина. Вот вы как пружина. Вот, вот попробуйте по пружинке. Вот так. Кто смотрит, кто пробует, да, заниматься. Вот, вниз коленочки, друг дружки, пальчики большие, чуть-чуть вперед смотрят. Вот. Вот это пружинка ваша должна быть. Локоточки прижаты к корпусу, кулачки прижаты к сердцу. И пружинка. Вот чуть-чуть попробуйте. И теперь мы начинаем прорабатывать. Теперь попробовали, поняли, пружинка. Всегда в голове пружинка. Ноги у меня пружинка. Вот пружинка. Туловище чуть-чуть вперед. Их обстоятельств. И так у вас должно быть это в голове будет, и будете продолжать это и делать. Теперь мы будем по 50 раз делать перенос веса и чередовать это будем с разворотом корпуса, просто ножки, пока не трогаем. Вот. Вам ваша задача развернуться и посмотреть вот туда, в противоположную сторону. Вот вы стоите во фронтальной стойке. Да? Давайте по порядку. Первое упражнение – это пружинка. Мы уже встали, вес перекинули сюда, вес перекинули сюда. Вес перекинули сюда, вам надо сделать по 25 раз на каждую сторону, минимум 50 раз. Вот пружинка у вас работает, пальчики в середину, коленочки чуть-чуть в середину. Да? И когда вы переносите вес, вы должны на 3 пальцах ноги, большой палец и 2 следующих, на них переносить. Вот, на них, и тогда вы поймете, на них, вот, 3 пальца. Это мало где кто говорит, но на 3 пальцах надо стараться работать. Вот, на 3 пальцах. Вот. Коленочки чуть-чуть внутрь, да? Корпус чуть-чуть вперед, носочки чуть-чуть смотрят друг на друга. На 3 пальцах. Вот вы должны сделать 50 раз. Трёх пальцев.
Вы должны начинать минимум с 50 раз. Ручки, локоточки прижаты, кулачки возле челюсти. Вот. Все, закончили это упражнение. Сразу отдых максимум 5-10 секунд. Ну, я буду делать больше, потому что я вам объясняю. Вот, сразу же с этих пружиночек мы делаем вот такой ноги стоят на месте каменные. Все, ноги мы не трогаем. Разворот. Раз, два, три, четыре. Вы должны развернуться и туда, чтобы у вас ноги стояли вот так, вот так. Но вы вот туда должны полностью развернуться и смотреть в ту сторону. Потом туда. Ручки здесь. Раз. Корпус чуть-чуть вперед. Просто прорабатываем разворот сейчас корпуса. Вот, ножки мы выключили, они у нас стоят на месте, мы их только что делали. Раз, два. Без рук, руки здесь. Вы должны почувствовать вот здесь, как у вас вот разворачивается полностью. Да? Вот вы стоите, вот, коленочки, пальчики не забываем. Вот, вот. Вот. Видите, вы туда смотрите. Я стою туда, сейчас смотрю на вас. Вот эту часть надо прорабатывать. Да? Это разворот. Ну, и вес тоже, ну, как бы, мы сейчас выключаем, я хочу, чтобы вы поняли, да, я хочу научить людей, вас смотрите, чтобы вы поняли сам смысл. Вы просто повторяете, делать это все время. Разворот корпуса. Тоже старайтесь 50 раз делать ручки. Да, 50 раз. Не спешим, делаем медленно, это я делаю быстро, потому что я уже знаю, как это правильно сделать. Туловище чуть-чуть вперед. Вам должно быть комфортно. В любом из этого упражнения вам должно быть комфортно. Ага. Вот это тогда вы поймете основу. Комфорт. Все это для того, чтобы вы перенесли на вес, да, из такого положения могли нанести, ну, либо защититься, да, там, либо же вернуть. Вот, у вас всегда должен вес, вы должны балансировать, вы должны чувствовать, как тогда будет. Вот это второе упражнение. Эти два упражнения мы повторяем 2 раза. То есть сейчас сделали перенос и разворот корпуса, полминутки отдых, и снова делаем перенос веса и разворот корпуса. Что, ребята, присоединился к тренировке для основы бокса. Для тех, кто желает. Также общеукрепляющие упражнения, кто хочет. Да, в профиле очень много видео. Вот, 20 лет стажа, бодибилдинг, легкая атлетика, кроссфит, смешанные единоборства, вольная борьба, бокс. Вот, очень много видео с различными комплексами, упражнениями, кто хочет. Да, пожалуйста, подписывайтесь, смотрите, да, не пропускайте, потому что канал специально сделал, вот, имею возможность такую проводить эфиры, да, тренируюсь сам и свой опыт передаю, да, как бы полезно для здоровья. Есть очень много упражнений. Кто хочет улучшиться, кто хочет набрать или скинуть, или рельеф, либо же боксу обучиться, либо же новое, что для себя в спорте узнать, я думаю, вы найдете. Мы продолжаем. Снова возвращаемся. Это у нас перенос веса, да, кулачки возле челюсти, локоточки прижаты к ребрам. Вот. И делаем коленочки чуть-чуть внутрь, пальчики 3, не забываем. Чуть-чуть внутрь тоже. Вот. И делаем 50 раз перенос веса. По 2 раза. Вот. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Корпус чуть-чуть вперед, не забываем. Раз. Вам должно быть комфортно. Вы поймете, что я говорю, когда вы научитесь правильно говорить, вы скажете, вот это в красных штанах, короче, четко объяснял. Вот, короче, да, и сюда, 2 раза сюда, 2 раза сюда, вот. Вот это ваша тренировка для тех, кто хочет научиться. Я не учу сразу там бить кого-то, муфу пашет. Я учу то, что надо там, а вы уже дальше будете сами делать. Вот, что вам делать дальше. Я на основе там 50 раз, на каждую ножку минимум по 25 раз. Локоточки прижаты к ребрам, кулачки возле челюсти.
Коленочки вперед, друг на дружку смотрят, да, в середину, в центр. И пальчики тоже на 3 пальчика перенесли, на 3 пальчика перенесли. Вот 2 раза вот так покачали пружину. Качали пружину. Стремитесь, да, ну минимум с 15 на каждую ногу, 30 повторений вы должны сделать, чтобы что-то понять, научиться, это минимум. Чувствуете вес свой, да? И сейчас будем делать то же самое, да, проворот корпуса, я ближе подойду. Вот, ручки возле челюсти, локоточки на ребрах, ножки, коленочки вперед, чуть-чуть уже понятно с ножкой. И вот делаем вот такой разворот, да, туда смотрим, да. Вот это 2 упражнения, да, которые помогут вам понять, да, смысл переноса веса, да, смещения корпуса, смысл 50 раз. Да я пошел просто подойти, да, чтобы показать, что ножки в центр, смотрят коленочки, смотрят пальчиков, стараемся вес держать. То есть разворачиваем, вот так вот вы должны развернуть. Время у вас в какую сторону не разворачивается, но все время голова должна вперед быть наклонена. Сюда разворачивается, значит сюда, сюда, значит сюда, не назад, ни в коем случае, только вперед. Наш девиз только вперед. Раз. Развернулись. Развернулись. Если кто не понимает, то так можете ручки брать. Ну, не обязательно держать здесь. Вот, если кто не понимает, что от него надо, вот, это делать. Все, это был перенос веса, ну не то, что все. Я имею в виду, что это чтобы вы его сложили в кучу. Одно у вас пружинка, а второе разворот, чтобы вы потом у вас уже организм начнет правильно двигаться. Это смысл в этом. Вот, следующие упражнения у нас будут, следующие у нас будут носки. Мгм. То есть у вас вы должны провернуть корпус на 90 градусов. Да, все ж понимают, 360 круг. Вот, вы проворачиваете на 90. Но это я там себе написал, вот, чтобы человек понимал. Вот, вот. Вот. То есть ты отсюда вот ты стоишь и повернулся на 90 градусов. Вот стоишь, повернулся. Вот. Так, следующее. Следующее у нас будет фронтальная стойка. Это то, что я уже показывал. Что я уже показывал. Стойка. Ребята, ставьте лайки, кто смотрит, подписывайтесь, пожалуйста, поддержите, да, эфир. Вот. Чтоб мне тоже стимул был. Я стараюсь что-то передать, да, полезное. Вы тоже, я думаю, не тяжело там нажать плюсик, да, или что там надо нажать. Так, теперь у нас будет поворот веса. А теперь мы переходим к следующему упражнению, да, которое уже, это у нас были подводящие, да, вот эти два. Это было у нас подводящее. Теперь мы уже делаем поворот корпуса с переносом веса. То есть мы объединяем то, что мы только что делали, пружинку, и проворот объединяем вот в такое. Отсюда вес переносим сюда. Отсюда вес переносим сюда. Отсюда вес поднимаем на 3 пальчика и переносим сюда. Отсюда медленно переносим. Отсюда медленно переносим сюда. Отсюда сюда. Вот, тоже повторить надо минимум 30 раз на каждую ногу по 15 раз. Показываю. Ставить стойку фронтальную. Ручки возле челюсти, локоточки прижаты к ребрам. Опять коленочки чуть-чуть смотрят в центр, пальчики чуть-чуть смотрят в центр. Вот, в центре тяжести, вас посередине разделяет вас напополам. Вы отсюда медленно поднимаете вес, переносите его на ту сторону и разворачиваете 90 градусов, то, что мы только что делали. Вот, вот, вот. Медленно это выглядит вот так. Вот вы стоите,
Чуть-чуть вперед, всегда не забываем, чуть-чуть вперед. Плечи у вас все смотрят вперед. Вот вы отсюда развернули, вот развернули. Чуть вперед, не заваливайтесь назад, не в бок. Всегда голова чуть-чуть вперед. Все делайте, ребята, медленно, вот научитесь. То, что я вот сейчас даю, поверьте, мне тоже мне доставляет удовольствие занятия боксом, да, любым спортом. Но я не случайно медленно показываю, 30 раз повторяю. Потому что если вы заучите неправильно, вы будете падать, цепляться, вы не сможете нормально держать, у вас не будет баланса, вы не сможете работать, потому что у вас не будет просто баланса. Понимаете? Просто не будет. Если вы не научитесь правильно делать вот эти упражнения. Так что, пожалуйста, вот вес здесь, тут развернуть. Отсюда переносим сюда и разворачиваем на 90 градусов. Да, переместили вес, развернули на 90 градусов. Да, сюда. Ну, то есть вот фронтальная стойка, и вот так делаем. Ставим просто. Вот, чисто. Раз, развернули, стали назад. Два, стали назад. Так будет проще для начала. Раз, стали назад. Два, стали назад. Три, стали назад. Четыре, стали назад. Я забежал наперед, это я так делаю, да. Просто когда я разминаюсь, я уже делаю так. Поэтому делаем вот таким вот планом. Вот стали фронтальная, коленочки смотрят друг на дружку вперед, носочки вперед, ручки возле челюсти, локоточки прижаты к ребрам. Раз, стали. Два, вес перекинули, почувствовали, развернули 90. Вот. Стали, 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 стали. Стали. Два, стали. Три, стали. Ножка чуть-чуть. Она не крутится, она как бы чуть-чуть выворачивается в серединку, в центр. Сюда и на трех пальчиках по ногу разворачивать. Стали. Стали. Корпус чуть-чуть вперед. В какую бы сторону у вас голова не шла, вы чуть-чуть должны поясничка вот вперед чуть-чуть. То есть вот под таким градусом где-то 85 надо. Вот, чуть-чуть вперед. Вот, чуть-чуть. Вот, это выглядит. Теперь здесь вес. Вы стали назад. Теперь здесь вес. Стали. Это такое упражнение, которое уже кучу сбивает два предыдущих, да. И вместе с этим упражнением мы уже будем добавлять сейчас руку. Я вас научу уже добавлять ручку. То есть все то же самое дело, только выставляем руку. То есть у вас рука здесь, когда вы разворачиваете корпус, вы ее вот так вот вперед выставляете. Вот. То есть, чтобы уже мы полностью с самого начала, от самых ножек до выброса руки, я вам показываю, даю азы, основу. Вот. Ну, то есть, пока мы не выкидываем, вот мы показываем, я показываю вам точно. Вот что вы должны делать. Снова коленочки в серединку смотрят, пальчики, да, тут и пошли. Раз, стали, стали, три, стали, четыре. Уже до 50 раз. Пять. Медленно. Вот вы должны развернуться. Да, и выставить плечо у вас прижато должно быть к подбородочку. Вот. Вес перекинули, плечо прижали. Вес перекинули, плечо прижали. Все, и теперь повторяем вот эти два упражнения. Сейчас повторим.
То есть получается, что я вам даю основу, я вам даю от начала от ножек, да, пружинка, потом разворот, ножки у нас стоят ровно как камни, да, мы ими не работаем. Разворот, потом я вам даю разворот с переносом, и четвертое уже мы вставляем ручку, да. Вот. То есть пошагово, чтобы обучиться переносу веса, да, и как это уже до выноса руки, да, доходит. Ладно. Вот. Теперь мы повторяем эти два упражнения, мы сейчас снова, да, будем повторять. Сначала без ручки, коленки вперед, пальчик, 3 пальчика, вот. Пружинка у нас постоянно, пружинка, мы не забываем. Ставим, 2, ставим. Мы теперь делаем пружинку, переносим вес и разворачиваем вот так вот. Ставим, ставим, ставим. Тоже до 50 раз стараемся, на каждую ножку по 25 раз. Ставим. Разворот, да, вы туда смотрите. Вес здесь, вернулись. Теперь вес здесь, перекидываем его сюда. Да, он теперь здесь, развернулся. Ставим опять на пружину. Раз, ставим, ставим, ставим. Вот. Сколько это выглядит вот так, чуть-чуть вперед. Теперь вы смотрите туда, ставим. Все время 3 пальчика, да, на ножках 3 пальчика. Сейчас мы учимся, чтобы делать правильно, потом можно это делать уже будет быстрее. Да? То есть сразу, с одной стороны, с другой. Сейчас я просто вас учу медленно становиться назад в фронтальную стойку, из фронтальной стойки снова делать перенос. И теперь 5 секунд, 10 отдыхаем. Следующее упражнение, да, которое с ручкой. То же самое, все только с ручкой делаем. Да, сегодня несколько упражнений с эспандером. Сейчас это доделаем, я вам покажу несколько упражнений с эспандером. Для усовершенствования этих движений специальные упражнения, которые делаются эспандером, чтобы вот это мастерство, которое, ну, азы, основы на данный момент, которые вы получаете, чтобы их отточить с помощью эспандера. Вот теперь у нас снова ножки, коленочки в серединку, да, пальчики, 3 пальчика, тоже указательные на ногах, да, большие, чуть-чуть смотрят в центр. В центре тяжести, вот, напополам разделяете свое тело, да, вот центр тяжести у вас посередине, вот, и вы балансируете здесь, здесь, здесь. Все, ручки привыкайте, кулачки возле челюсти, локоточки на ребра. Разворот и выводим ручки. Разворот, выводим ручки. Плечо возле подбородка. Стали, стали, стали. Вот. Медленно это вот так. Вес сюда перенесли, стали. Отсюда теперь сюда перенесли. Вот. Стали, сюда, стали, сюда, стали, сюда. Вот, и когда перенесли, покачали чуть-чуть ручка, вот, ребятки, ручка, вот, медленно, видите? Вот, ручка вперед уходит. Это уже я далеко забегаю, вот. Раз, стали, всегда пружинка, всегда пружинка. Здесь вес, отсюда перенесли, стали. Опять пружинка, пальчики чуть-чуть в середину, коленочки в середину. Сюда перенесли, ручку все. Вот эти 4 упражнения, да, они для человека, который вообще не, ну, хочет научиться, не знает, как там перенос веса и все остальное, они вам помогут конкретно, я знаю это 100%. Если вы будете так вот, руководствуясь моими, да, вот подсказками, как я показываю делать, вы научитесь
чувствовать свое тело, да, если же ты не хочешь там боксом заниматься, разницы нет. Ты научишься чувствовать свой организм, да, правильно переносить свой вес, балансировать, да, вот. Это упражнения, вот эти все упражнения, они помогут вам свободно себя чувствовать. Вот тогда вы правильно используете вес, центра тяжести своего тела, да, своего организма, вы не устаете, вы можете двигаться. Почему боксеры, да, ты смотришь, он очень долго может так двигаться, потому что он правильно балансирует, да, тут есть свои секретики. Но я вам показываю основы, я вам показываю то, как этому научиться. Вот если вы научите балансировать, совладать своим, да, телом, организмом, как правильно, да, переносить вес, вот, то вы будете для разнообразия, или либо кто хочет научиться, да. Вот я вам дал 4 упражнения, они совмещены. 2 упражнения — это первая пружинка, перенос веса, потом разворот на 90 градусов, третий — пружинка с разворотом, и четвертый — пружинка с разворотом и с рукой. 4 упражнения. Вот, у кого будут какие-то вопросы, ребята, пишите, задавайте в профиль, вот, не стесняйтесь. И теперь мы сделаем работу с эспандером, да. Ну, эспандер, я думаю, все знают, что такое эспандер, где его брать, для чего. Вот. Сейчас мы сделаем работу с эспандером, я вам покажу, вот, какие упражнения, которые вам впоследствии вы э, вот эти наши, то, что мы отработали, упражнения для переноса веса и так далее, они вам помогут их отточить, да. С помощью этого упражнения с эспандером вы эти основы, да, вы их закрепите. Вот, скажем так, чтобы закрепить основы, да, то, что вы получили. Вот. Я сейчас вам покажу. Слава Господу. Сейчас закрепим эспандер. Я думаю, эспандер, ну, если кто не знает, где брать, у меня есть там под видео, ну, я думаю, проблем нет найти, да, на Алиэкспресс, я не знаю, там сайтов, ну, море. Вот, я не помню, где-то в магазине купил. Вот, но эспандер тоже рассчитывайте, что тут идет 3 резинки, да, 3. Одна там 5 килограмм, другая 4 напряжения. То есть вы для себя рассчитывайте, потому что эти упражнения, они не для мощи, не для силы, они для пружины, вот это, чтобы вы прочувствовали, да, пружину. Как походит. Это будет 2 упражнения, которые вам помогут в теории, ну и в практике. Потому что они помогут вам понять смысл того всего, что я показываю вам. Ребята, не стесняйтесь, ставьте лайк, подписывайтесь, да, поддерживайте канал, буду стараться давать информацию полезную, да, в спорте, питании. Где-то вы должны для этого упражнения на уровне где-то плеча, да, ну, вашего плеча, примерно, померить. Длина должна быть не выше плеча, от пола. Да. Вы становитесь, его натягиваете, да, как вам удобно. Вот. Становитесь в стойку, так как я вам показывал. Точно так же, те же самые упражнения, вот, пружинка, да, та же самая, перенос веса. Вот, на одну сторону становитесь во фронтальную стойку, ножки чуть шире плечей, коленочки смотрят в центр, пальчики большие смотрят в центр, да, и делаете перенос веса. Раз. Эспандер у вас должен быть натянутый где-то, ну, на таком уровне,
вам было комфортно, да, и вы чувствовали, вот. То есть он должен вам помогать балансировать. Сейчас вам главный смысл вам донести, да, чтобы вы поняли, вот. Вы поняли, для чего это упражнение с пандером, тогда уже вы его будете делать правильно. Да, вы становитесь в эту стойку, натягиваете эспандер, он у вас натянут, да? Вот. Но у меня прилично натянутый на 3 этих, вам это не надо, можете на одной резинке, да, начинать делать. И вы переносите вес. Вот. Он вам помогает создать вот это вот тяжение, да, которое вам поймете, что вам надо делать, да, с помощью эспандера. Вот. Перекинули сюда вес, теперь сюда, теперь сюда. Он вас чуть-чуть в эту сторону тянет, да, и вам создается та амплитуда и то движение, которое вам нужно в боксе. Идет напряжение на икру, на икроножные мышцы, то есть и на ноги возможно. Вот вы вес, вот, то есть эти фронтальная стойка, пальчики большие, в центре, коленочки в центре, локоточки прижаты, здесь возле челюсти, и переносите вес раз, 3, 5, 6, 7, по 50 раз делаем тоже. Это упражнение для того, чтобы вот эти основы вы закрепили. Вот. Чтобы вы поняли, для чего вот эта пружинка, как она работает, вам эспандер просто поможет, да, поможет это быстрее понять. Натяжение должно быть не очень сильное, комфортное. Вот. Нагрузка будет по-любому, даже от легкого натяжения вы почувствуете. И это вы уже прорабатываете мышцы, икроножные ноги, то есть те, которые нужны для пружинки в боксе. Сделали сюда, 2 раза сюда. Работаем на 3 пальцах, да, на большом, и 2 следующих. Чуть-чуть в центре не смотрит, центр тяжести посреди. Корпус чуть-чуть наклонен вперед. Сделали ступку, смотрится, да. Вот, да, вот, вы видите. Пожалуйста, она вам поможет понять, когда идет напряжение на да, сам временем, да, думал, как это им пользуется. Я его, могу сказать лично, что я им пользуюсь и рекомендую его людям, да, кто хочет научиться. Я его делаю просто как общеукрепляющее, оно на икры отлично дает эффект. Вот. И с этим упражнением мы сразу делаем в комплексе праворот корпуса. То есть то, что мы делали во время основ бокса, да, прорабатывали основу, мы сейчас делаем праворот. Мы берем эспандер, снова вот сюда, и мы делаем уже праворот корпуса. Не перенос веса, а уже праворот. То же самое, вес отсюда, теперь сюда, и тянем эспандером. Вот эспандер у вас должен на плече почему. Разворачиваете вес здесь. Тоже 25 раз, но начинайте с 15. Это упражнение тоже вам поможет понять, как вам правильно разворачивать, задействовать те мышцы, которые нужны, да, при развороте, при работе корпусом, при работе ножек. Вот, вот, ребят, по 25 раз. Раз. Забывайте дышать. Это ваша задача делать медленно.
перенесли. Вот. Развернулись, да, на ту сторону. Ребятки, ставьте лайки, подписывайтесь, да, не забывайте поддерживать. Сторону на другое плечо, да, тоже развернулись. Вот так, вот у вас на плечи. Сюда, раз, два. Ну, я вам покажу уже прям вообще закручу. Ну, вы должны вот так. Вот, вот, так. С этой ножки отсюда вы должны подкинуть вес. Уже, ну, здесь не надо стать вот так, вот так. Я в следующее упражнение, я покажу, поставлю камеру перед собой, покажу с другого раза. Вот, натяжку делайте комфортную, чтобы вы не падали назад, чтобы вам было комфортно, чтобы нагрузка. Так, еще раз повторюсь, это упражнение для того, чтобы вы проработали уже вот, полную амплитуду, да, вот, фу, разворот корпуса вверх, фу, полная амплитуда. Делаем медленно, начинаете, ребят, вот, снова делаем медленно. Все, сделали, в сторону, да, минимум по 15 раз. Ребята, кто обучается только, да, я еще раз повторюсь, пожалуйста, делайте все медленно, задавайте вопросы, вот, потому что, ну, заучивать неправильно, ну, нету смысла, это просто бесполезно, ну, ненужная работа, да, кто хочет основы бокса, да, кто хочет там в дальнейшем, может, где-то в зал начать потом ходить, вот, вы основы получите, я вам дам, но вы делайте все медленно, слушайте внимательно, вот, делайте все медленно, перенос веса, разворот корпуса, да, это все надо заучить, просто автоматом заучить для мозг, чтобы, да, зафиксировал, вот, и вы будете потом, ваш организм будет выдавать уже в правильном ритме, в правильных движениях, в правильном темпе, потому что если заучите неправильно, тот же самый эффект мозг запомнит, и будет неправильно, вы неправильно будете делать, понимаете, на автомат. Делаем, берем, да, да, вот, колено смотрит внутрь, пальчики, на трех пальчиках мы передвигаемся, коленочки внутрь, пальчики чуть-чуть в центр, да, друг на дружку, локоточки возле ребрышек, ручки возле челюсти. И раз, два, три. Вот, вес перекидываем с ножки на ножку, да, 50 раз. Ну, я делаю 50, вы начинаете с 30. Вес должен быть, ну, как бы комфортный. Вы должны понять, ваш эспандер должен научить вот этому переносу веса, да, пружине. Вот, вот. И два раза здесь, два раза здесь, два раза здесь, два раза здесь, два раза здесь. Вот, вот. Задействованы икроножные мышцы, да, те, что надо в боксе, и вообще это вообще, как общеразвивающее можно использовать. Ну, заточено оно, понятно, что под бокс. Хорошо, еще раз, да, повторюсь, для новичков, чтобы понять, да, как вот вес, вот пружин, как работает, да, эспандер. Для тех, кто тренируется, ребята, рекомендую, очень хорошо прорабатывать, да, икроножные мышцы, оно кажется вроде бы легкое, но поверьте, сделайте 100 раз, эффект есть 100%. Сделали сюда, на каждую ногу минимум по 15 раз, наверное. Вот, так, и вот пальчиком, коленочки, голову, здесь голова. Вы должны чуть натянуть, да? Ну, должны комфортно, вот, притягиваться. Ну, вот эти упражнения, да, быстрее научитесь. Движения, да, в целом, да, такой подход.
вес опущен, укрепляет кондицию, вы работаете, как пальцы, да. Ну вот, так, есть. Привыкаете, да, к боксу. В боксе надо работать так, да, вот. Вы работаете всегда, ножку, колено чуть вперед, вот вы работаете на 3 пальцах всё время. Это просто, да, называется. И вес 15 полосин. Это так работает. Это так работает. Все, сегодня я вам дал сейчас еще одно с пандером упражнение. Сегодня я вам дал теорию, основы бокса, да, кто хочет научиться. И сейчас еще с разворотом корпуса делаем. Я итог, да, подведу. И разворот корпуса то же самое, да? Комфортно, чтобы вам было. Становимся на плечико, вот, на плечико, видите? При, привязываем, пристегиваем эспандер так, чтобы не выше плеча. Вот на плечи и разворот. Раз, два, вес перенос. Три, туловище разворачиваем. 90 градусов. Вот вы стоите во фронтальной, ножки на ширине плеч. Раз, раз. Вот, все, делаем минимум 15 минут. Делать упражнение минимум 25. Делаем 15 минут. Медленно. Почувствовали вес на этой ноге. Вернули. Вес на этой ноге. Вернули. Минимум хотя бы 25 раз делайте, да, на сторону. То есть сейчас мы поменяемся. То есть сейчас делаем на эту ножку, да. Отсюда вес, да, и 90 градусов. Вот сейчас вам покажу. Вот так вот покажу, чтобы вы увидели с другого ракурса, да, как это упражнение. На другое плечо беру. Вот, видите, на плечо. Вот, становлюсь здесь и делаю разворот. Да. Вас эспандер раскручивает, да, чтобы вы почувствовали, вот. Вас эспандер раскручивает по той траектории, по которой вы должны научиться работать. Да, вот вы стали во фронтальную стойку. Вот, вот, ножки на ширине плеч. Раз, развернулись. Два. Он вас туда назад раскручивает, вы его сюда тянете. Он вам помогает понять, да, как вам будет переносить вес. Я надеюсь, понятно. Никто ничего не пишет, значит, я понятно объясняю здесь. И дышать. Здесь вдох, здесь выдох. Старайтесь вдох делать ртом, выдох нос. Вдох ртом, выдох нос. Вот, по 25 раз. Ну, начинайте с 15 хотя бы на ручку, на сторону. Отсюда вес. Развернули 90 корпус, вес перекинули на другую ножку. Очень хорошее упражнение, оно для новичков очень полезное. Поэтому я рекомендую. Вот, ребята, натяжку делайте. Вам должно быть, вам должно быть комфортно. Вы должны делать это упражнение, вам должно быть комфортно. Вот вы эспандер натянули, вы должны нормально двигать. То есть вы тянуть его не должны, его вырывать. Вы должны двигаться так, чтобы у вас здесь была натяжка. Вот и оно вас разворачивает по той траектории, которая вам нужна. То есть вы делаете перенос веса, вот так стоите, да, и вы тянете. У вас работает, вот, вы работаете, вот, да, перенос веса пружинкой. И разворот корпуса. То есть мы проработали сегодня, разминку сделали, да, кто только что пришел там или будет смотреть.
Мы сделали разминку, она же и общая, она и для боксеров. Бег, работу ног, footwork. Сделали хлопочки над головой, сделали пружинку, пружинку в суперсете с разворотом корпуса на 90. Ну, я называю суперсетом, потому что эти упражнения надо делать быстро, чтобы они мозгом запомнились, да. Вот, чтобы вы, ну, короче, смысл в том, что так я делаю специально, потом поймете со временем. Вот. Третье упражнение было разворот корпуса с переносом веса. Вот, уже полностью. То есть первая пружинка была. Второе упражнение вот было, да, разворот туловища на 90 градусов. Третье упражнение было разворот туловища и пружинка с переносом веса, уже как третье, вытекающее, да, из пружинки, из разворота у нас было уже вот это. И четвертое уже мы добавили ручку. Встали, добавили ручку. Добавили ручку. Вот это 4 основных упражнения, которые нужны человеку, кто хочет научиться основам бокса. Вот. Это они дадут вам осознание, понимание того, что, как работать на ногах, да. Поэтому ставьте лайки, ребятки, подписывайтесь, да, кому интересно было, комментируйте, там, я не знаю, как там правильно надо делать, чтобы активнее у меня канал развивался. Вот я много времени трачу, я с удовольствием это делаю, да, мне это передать, да, знания свои, это хочу, ну, там по возможности подписывайтесь, вот, кому интересно, да, или советуйте, может быть, рекомендуйте, вот, кому интересно было, да, кому пригодилось, приходите на тренировки. И хотел сегодня, сейчас покажу их, да, ну, потому что это все упражнения, они очень хорошие, да, для боксера, для основ. Но одно силовое все-таки надо сделать за тренировку. Я сегодня покажу вам колесико, все, наверное, знают, да. Колесико. В конце тренировки, вот оно у меня такое, да, с какой-то штучкой. Это, вот я вам сейчас покажу два подхода. Это общие, да, упражнения, которые правильно, просто я расскажу, как делать правильно, да, как я это делаю. Такого внимания. То есть вы дадите ту нагрузку, которая нужна человеку, занимающемуся боксом, да, или же просто который хочет выносливость. То есть это не, оно не нагружает там прям для мышц, еще для чего-то, оно общеукрепляющее. Вот это упражнение я хотел показать. То есть мы делаем э, делаем вдох носом, когда вверху, да, вот когда начинаем, вдохнули. И когда растянемся, делаем выдох ртом. То есть вверху вдох носом, выдох ртом. Вдох носом, когда растянемся, выдох ртом. Делаем медленно, да, и дышим. Оно поможет нам улучшить работу легких, да, это упражнение. Еще такой плюс, да. И делаем его медленно. И вот, это будет два подхода, мы его будем делать. Второе, чуть-чуть, ну, сейчас у меня тут написано, я поставлю, как я хотел. Ага, напрячь, напрячь пресс. А второй будем на пресс целенаправленно делать. Сейчас одно сделаем. Видно? Значит, вдох, носом делаем. Сейчас и растягиваемся. Ртом делаем выдох. Носом вдохнули, ртом делаем выдох. Делаем это спеша. То есть вы должны тело свое максимально приблизить к правильному. Если вы вот так стоите, вот так отрезаете. Если там ничего не получается, носом ртом дышать, дышите. Сам смысл в том, что когда вы растягиваетесь, вы должны выдохнуть. То есть при растягивании выдох, когда вверху вдохнуть, там уже можете тон, просто забывайте при растяжке выдыхать.
Старайтесь сделать это. Тоже подпрыгивать надо, стали, остановились, спокойно встали. Упражнение хорошее, да, общеукрепляющее. Вот. Пожалуйста, не забывайте правильно дышать. При разгибании, когда вы растянулись, да, делайте выдох, пожалуйста. Потому что, ну, если неправильно дышать, давление может скакнуть, поэтому не забывайте выдыхать. Вверху вдохнули, выдохнули, выдохнули. Вот. Упражнение полезное для легких. То есть сколько вы можете, не надо себя, там, ну, если кто никогда не делал, не надо себя там мучать, да, много постараться сделать. Сделать это надо делать правильно. Еще раз повторюсь, у меня теория, да, все делать правильно, правильно делать упражнения, эффект максимальный. Если вы можете 33 года ходить в зал и не получить того эффекта, как, ну, я серьезно, как за 2 месяца, если вы будете делать неправильно. Это 100% уже проверено на теории, на практике. Вот, то есть все упражнения делаем правильно, правильно дышим, правильно слушаем теорию и правильно делаем на практике. Вот. Так что вот это упражнение колесика. Кашпировского раньше его называли, не знаю сейчас как оно называется. Вот первое упражнение делаем просто, медленно. Вдох, выдох, растянулись. Вдох, вверху, выдох, растянулись. И второй подход мы будем делать на пресс. То есть мы делаем вдох, выдох, и вот в этой точке напрягаем пресс и назад. Вот так. Растянулись, напрягли пресс, назад. Растянулись, напрягли пресс и назад. Пресс просто, ну, животом, да, напрягаете пресс. Я сейчас покажу. Когда мы растянулись, выдохнули, здесь вот задержались на полсекунды. Пресс чуть-чуть, сколько можно. Центр дашь на область, да, вот здесь задержались. Такие укрепляющие, да, и для всего организма. Это колесико, оно подходит. Вот. Так что, ребятки, кому, да, пригодилось, там подписываемся, лайки ставим, вот, приходим на эфиры. Сегодня была первая тренировка для основы бокса для начинающих, тех, кто хочет, да, научиться. Вот. Всем спасибо, кто пришел, кто смотрел, да. Пишите, задавайте вопросы. Вот, я старался объяснить, да, вот ребятам, кто хочет научиться, да, чуть-чуть боксировать, там, передвигаться. Вот, да. Вроде старался, старался объяснить вроде нормально, доступно. Надеюсь, что было понятно. Вот. Следующая тренировка у нас уже будет, я буду показывать, как на ногах работать. Вот. И каждую тренировку мы будем все равно прорабатывать и перенос веса. Я просто целенаправленно дам ряд тренировок, да, для новичков. Вот. Вы можете каждый день, если делать упражнения, пружинку, вот, разворот, разворот с ручкой. Вы можете сами делать самостоятельно дома. Так что, ребята, кому пригодилось, да, ставьте лайки, пишите, подписывайтесь, да.
кто хочет научиться основам бокса, да, немного. Вот это была тренировка для начинающих. Вот. И кто тоже для продвинутых, да, для тех, кто тренируется, там, ребята, очень интересные были упражнения с эспандером, да, которые я сам лично делаю. Они для ног полезные, там, да, посмотрите, кому интересно. Вот, я видео оставлю, может быть, вернее, не может быть, оно эфиром останется в профиле. Вот. Так что, если кому-то есть какие-то вопросы, ребята, пишите. По поводу тренировок, по поводу упражнений, может, у кого-то есть какие-то вопросы, может, кто-то не понял, как именно сделать. Вот для этого эфир, да, чтобы можно было задать вопросы и получить на них ответы. Эфир для того, чтобы задать вопросы и класс, видели? Вот, кто так умеет? Кто может мячом кинуть? Кто может мячом кинуть в телефон? Вот. Ну, приходите, я научу. Короче, кто хочет, ребятки, пожалуйста, пишите, интересуйтесь. Какие вопросы? Что непонятно было, сейчас буду отключаться. Так, разминка, колесико, все, что сегодня. То есть база, основы есть, да, вот, ребятки, найдете. Кто только что пришел, да, основы бокса были для начинающих. С чего начинать, чтобы научиться, да, научиться основы бокса. Кто только что пришел, можете посмотреть видео, сохраню, да, эфир будет. Основы бокса для начинающих. Сегодня был эфир такой. Хочешь научиться, слушайте, тогда рассказываю теорию. Там все вроде бы понятно, доступно. Я думаю, что если что-то непонятно, если кому-то будет интересно, можете написать. Всем спасибо, кто смотрел, да, кто был в эфире. Спасибо за лайки, ребят. Молодежь в футбол играет. Сегодня пасмурно. Мало не пришли ребята, те, что тренируются. Думали, что дождь будет.
Еще, ребята, кто хочет, да, научиться азы, основы бокса, да, приходим. Сегодня были основы, да, для начинающих, для базы. Вот. Вот. Так что всех жду. Да, кто хочет научиться основам бокса, приходите. Вот кому пригодилось, да, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем хорошего вечера. Я еще чуть-чуть в баскетбол поиграю. Да. Так что тренируйтесь, ребятки. Вот спорт это класс, это жизнь, да. Вот организм вас отблагодарит обязательно после тренировки. Так что все, до новых встреч, всем отменного здоровья и успехов во всем, чего бы это ни было.